Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Одежда является неотъемлемой частью личности каждого человека, именно поэтому она стала объектом множества народных примет и поверий. Сегодня я поделюсь с вами народными приметами, связанными с одеждой. Для привлечения благополучия пишем ниже в комментариях под видео. Моя жизнь меняется к лучшему, да будет так. Для защиты от сглаза рекомендуется перевернуть одежду наизнанку. Если это делается намеренно, то ожидается положительный эффект и удача будет сопутствовать. Однако случайно надетая одежда наизнанку может привести к разочарованиям и неудачам. Чтобы избежать этого, следует снять одежду, пройтись по ней, а затем снова надеть. Во многих культурах считалось, что рубашка, надетая задом наперед, служит защитой от беспорядка и предохраняет от сглаза. Существует убеждение, что женщина не должна носить мужскую одежду. Считается, что в мужских нарядах женщина будет вести себя неестественно, возможно, приобретет мужские манеры и потеряет свою нежность и способность быть ласковой. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на ее личной жизни. Некоторые поверья утверждают, что приступы эпилепсии можно вылечить, перекинув одежду больного через крышу дома и зарыть ее там, где она упадет. А чтобы избавить человека от лихорадки, следовало изготовить 7 кукол лихорадок и жечь или закопать их. В прошлом вещи больного ребенка уносили в лес, клали в дупло или вешали на ветке дерева. Верили, что лес обладает чудодейственной силой и способен забирать болезни. У наших предков платок традиционно ассоциировался с замужней женщиной. Во время похорон также использовались платки. Тело покойницы и подушку обматывали платками. Это объясняет, почему у бабушек было много платков, они собирали их на протяжении всей жизни, на старость. В народных сказках платок выступает как защитный символ от нечистых сил. Согласно приметам об одежде, чтобы защитить себя от сглаза, лицо можно было вытереть низом сорочки. Если одежду покупают на последние деньги, то это может привести к нехватке средств на протяжении длительного времени. Нет необходимости объяснять эту примету, так как она сама по себе очевидна. Вряд ли кто-то будет приобретать шубу из соболя, используя последние деньги. Тем не менее, есть люди, которые все же делают такие покупки и затем вынуждены занимать деньги до следующей зарплаты. Существует народная примета «на себе нельзя шить, а то память пришьешь». Согласно этой примете, если вы шьете на себе одежду, есть вероятность забыть что-то важное в самый неподходящий момент, что может привести к серии неприятностей в будущем. Наши предки верили в то, что одежда в горошек способна притягивать богатство и благополучие в различных сферах жизни. Они связывали это убеждение с тем, что сам горох по своей внешности напоминает монеты. Стоит отметить, что эта вера не ограничивалась только женским гардеробом, но распространялась и на мужскую одежду. Еще в прошлом наши бабушки были осведомлены о том, что синий цвет ассоциируется со счастьем. Они знали, что цвет неба вдохновляет человека на стремление и открывает перед ним бесконечные возможности. Наши предки считали, что на свадьбе у невесты обязательно должен быть элемент синего цвета. Они верили, что такое присутствие синего способно привлечь счастье в семью. Считается, что ремни и пояса могут служить средством защиты от сглаза и порчи. Согласно поверьям, ношение таких аксессуаров помогает человеку оберегать себя от негативных воздействий. Если ваши шнурки постоянно развязываются, это может указывать на то, что скоро вы получите хорошие новости. Вероятно, эти новости будут связаны с работой или могут предвещать финансовое благополучие. Существует поверье, что нельзя ставить обувь на стол или стул, так как наши предки верили, что это может привести к потере большой суммы денег или привлечению неудач. Кроме того, помимо суеверий, стоит отметить, что это также является негигиеничным. Никогда не следует класть шляпы на кровать. Наши бабушки знали, что это считается предзнаменованием скорой смерти кого-то из близких людей. Поэтому не рекомендуется держать шляпы там, где человек отдыхает или спит. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.